Путешествие киномана. Выпуск номер 16. Мультфильм «Шайбу». «Шайбу». 1964 год. Подкаст-версия. Год выпуска 1964. 21 минута. Режиссер Борис Дёшкин. Сценарий Борис Дёшкин, Саккарунгия, Александр Кумма. Студия Союзмультфильм. Кинопоиск 7-9. 1964 год в истории. 12-14 октября полет первого в мире многоместного советского космического корабля «Восход». 10 июля выпуск третьего студийного альбома «A Hard Day's Night» британской рок-группы The Beatles. 27 мая начало гражданской войны в Колумбии. 27 июля Западносибирский металлургический комбинат дал первый чугун. 21 декабря первый полет американского тактического бомбардировщика F-111. Союзмультфильм выпускает свой 18-й полнометражный мультфильм «Левша». Стадия 1. Обыденный мир. Знакомство с главным героем, который в хоккейной коробке один тренируется. Пытается отбивать свои же удары по воротам. Двое малышей просятся поиграть с ним. Выясняется, что наш герой испытывает некоторые проблемы с забиванием шайб в ворота. Стадия 2. Зов к странствиям. Тренер показывает всей тройке афишу предстоящей игры. Восторг. Стадия 3. Отвержение зова. Отсутствует. Герой решительный настолько, что проводит все свое время с командой синих. Вымпел называются. Так сказать, на подхвате, чистит лед, подает клюшки и тому подобное. Стадия 4. Встреча с наставником. Это встреча с тренером, который рисует на доске причудливые схемы. Наставник встречается несколько раз в других стадиях. Стадия 5. Преодоление первого порога. Время перед матчем, когда приезжают красные, команда, «Метеор» и начинается тестирование голкиперов. Стадия 6. Испытания, союзники, враги. Включает в себя весь матч до выведения из игры одного из «вымпелов». Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. Один из синих получает травму. Тренер в раздумьях. Стадия 8. Главное испытание. Главный герой получает возможность показать себя в составе команды. На радостях он забивает автогол, за что его благодарят метеоровцы. Но, самое главное, наш герой не падает духом, собирается и начинает играть в полную силу. Забивает, забивает, забивает. Стадия 9. Награда. Команда «Вымпел» побеждает, получает главный приз. Радуются все. Стадия 10. Обратный путь. Либо отсутствует, либо ненавязчиво вписано в стадию 9. Стадии 10 я не заметил. Стадия 11. Возрождение. Отсутствует, но при желании можно присоединить данную стадию к стадии 12. Стадия 12. Возвращение с эликсиром. Обратная ситуация по отношению к началу мультфильма. Главный герой просится поиграть на льду с малыми. Победа вымпела, эликсир, сподвигла детей из наблюдателей превратиться в активных игроков, а главный герой понимает, что ему еще и расти в профессиональном отношении. Конец. Выводы, вопросы, ассоциации. Один активный болельщик на дереве успевает сфотографироваться с командой синих после игры. Интересно рассматривать аудиторию матча. Картинки вы можете рассмотреть в текстовой версии. Своеобразная озвучка мультфильма. Звук записан с какого-то матча. Это добавляет аутентичности происходящему. Один из малых забирает с поля поломанную клюшку, таким образом приобщается к взрослой игре. И, тем самым, два мальчика выходят на новый уровень на стадии 12. Можно увидеть, что матч проходил 3 января в 19 часов, но непонятно какого года. Будем считать, что это год создания мультфильма. 1964. Композитор Александр Владимирович Варламов. Один из основоположников джаза в СССР. Одним из первых в Советском Союзе стал уделять повышенное внимание оркестровке и культуре исполнения. Архетипы. Главный герой. Решительный герой. Тренер. Наставник. Красные. Команда «Метеор». Плуты. Малые. Команда «Вымпел». Союзники. Судьи на матче и пара из фигурного катания «Привратники».